Приветствую зрителей моего канала. У меня в ремонте переносная магнитола LG CD323AX. Модель появилась на рынке в 1998 году. Она способна воспроизводить музыкальные треки с компакт-диска, прослушивать радиопередачи с тюнера в диапазоне СВ и УКВ и аудиозаписи с компакт-кассеты, записывать фонограммы на аудиокассету с радиоэфира или компакт-диска. Питается магнитола от сети переменного тока и 6 батареек типа LR14. Они до сих пор здесь установлены по 1,5 вольта каждая, но, вероятно, они уже без заряда, потому что, да, ничего не работает. Необходимо их уже утилизировать. Таким образом, бортовое напряжение питания в магнитоле 9 вольт, а для шнура питания здесь же на тыльной стенке имеется стандартный разъем. Потребляемая мощность 11 Вт. Корпус магнитолы из пластика серого цвета в форме пирога шириной 33 см, глубиной 23 см и высотой 18 см, ее вес до 3 кг без батареек. При включении магнитолы в сеть сразу выявил неисправность переключателя режимов. При переключении сверху вниз первые два положения сохраняются за CD-проигрывателем. И только в третьем положении, отмеченным AM-диапазоном, включается радио, но только в диапазоне УКВ. Диапазон ультракоротких волн у тюнера полный, от 65 до 108 МГц, или как бы это называют УКВ плюс FM. Колесо и шкала настройки исправны. При настройке на радиостанцию, вещающую в стерео, загорается соответствующий красный индикатор. То есть тут все работает. В четвертом положении переключателя Tape включается средневолновой диапазон, а не магнитофон. При обратном движении рычага в третьем положении не происходит переключение со средневолнового диапазона на УКВ. Затем уже верно включается FM и в конце в своем положении CD-проигрыватель. Требуется ремонт или замена этого переключателя. Регулятор громкости немного шуршит и требует смазки или, возможно, тоже замены. Так, и на левом торце еще имеется какой-то вот такой ползунковый переключатель. Немножечко разобрался, если вещание в FM-диапазоне в стерео, то в нижнем положении переключается на воспроизведение моно. Верхнее стерео. Среднее положение так и не понял. Вещает тоже в стерео. Сверху крышка CD-лотка открывается специальной кнопкой. CD-проигрыватель способен воспроизвести от 100 Гц до 18 кГц, отношение сигнал-шум 60 дБ. Справа под крышкой имеется кнопка блокировки, которая не позволяет воспроизвести компакт-диск при открытой крышке. Спереди жидкокристаллический дисплей пока только отображает число дорожек 00. При нажатии на кнопку блокировки линза пытается подстроить фокус и двигается вверх-вниз, хотя режим воспроизведения правильно отображается на ЖК-дисплее. Спереди имеется кассетоприемник. Он достаточно пыльный изнутри, в наличии стереоголовка записи воспроизведения. Такая запыленная, там уже почти ее не видно, стирающая головка и резиновый ролик. Магнитофон способен воспроизвести частотный диапазон от 125 Гц до 8 кГц. Отношение сигнал-шум не более 40 дБ. Лентопротяжный механизм управляется механическими кнопками. Они работают. Перемотка вперед. Перемотка назад. И даже срабатывает автостоп. Воспроизведение. Но сигнал с головок не выводится на усилитель звуковой частоты, так как неисправен переключатель режимов. И, конечно, требуется чистка или даже мойка корпуса и замена телескопической антенны, у которой сломано последнее колено. Ее длина в сложенном состоянии около 21 см. Разбираю магнитолу. На задней стенке тут присутствует 1, 2, 3, 4 из 6 винтов. Под крестовую отвертку с длинным жалом. Выкрутил 4 винта с тыльной стенки и 1 винт в лотке CD-проигрывателя. Для крепления самого лотка CD-проигрывателя также имеются отверстия под шурупы на задней стенке, но их там не было. Не знаю, как вот эту кнопку надо было извлечь. Пришлось прямо вот этот кожух задирать, поджимая эту кнопку, чтобы вытащить, вот буквально вот вырвать оттуда его. Я не знаю, как она тут фиксируется, но она не извлекается. Ну, в общем-то, как-то вот удалось раскрыть его. Сверху под поднимающейся ручкой нужно выкрутить 2 винта, с помощью которых крепится CD-проигрыватель к тыльной стенке. Отсоединяю провод антенны от платы тюнера. Мне удалось все-таки раскурочить этот корпус. То есть он сейчас вверх дном. Чтобы располовинить эти части, вот этот шлейф необходимо было достать из разъема именно с этой платы. Потому что с этой стороны он в эту плату просто впаян. Это CD-проигрыватель, вот просто на тыльной стенке. Так, и здесь на плате находится трансформатор, выпрямитель и предохранитель.
Выпадают какие-то ненужные запчасти. Вот это еще не понял, для чего нужно. Вывалилось изнутри. Потом вот эта вот штучка. Но это, скорее всего, с лентопротяжного механизма. И еще камень валяется. Да, вот такой камень еще. Для веса положили. Здесь на импровизированных салазках надевается вот этот блок CD-проигрывателя. Он снимается с тыльной стенки. Угу, тут еще вот так фиксируется плата. Я думал, что я снять ее не мог. Выкручу антенну, так как требуется ее заменить. Вот такую антенку нужно найти, приобрести. Далее снимаю кожух трансформатора. Винты все похожие. И надо еще выкрутить винт разъема питания. Такая вот пластинка стоит. Так, и здесь плата зафиксирована на защелку. Все готово. Здесь снимается антенный контакт. И тыльную стенку можно уже почистить. Так, теперь надо разобраться, что с этим переключателем. Для этого надо снять плату. Но здесь распаивать этот шлейф не буду. Сниму обе платы. Значит, здесь на 2 винтах, здесь на 1, 2, 3 винта. И отключить разъемы надо только. Так, на плате тюнер разъемов никаких нет. Здесь динамики, мотор лентопротяжного механизма и головка записи воспроизведения. Снял платы внутри вот так. Динамики фиксируются также на винтах. И на 4 винтах лентопротяжный механизм. Динамики здесь с запасом по 3 Вт 8 Ом. Хотя при заявленной пиковой мощности 2,5 Вт. И магнитола тут все-таки сюрпризы различные раздаривает. Вот это колесико. И нашел еще также внутри в корпусе вот такая маленькая пружинка. Все это элементы паузы. На лентопротяжном механизме вот здесь вот есть такой плавающий рычаг. Без этого рычага кнопка паузы не фиксируется. Поэтому сверху нужно поставить пружинку и зафиксировать вот этой шляпкой. Но я посажу ее на клей, почему-то она соскальзывает. Втулкой вот этой вот так. Должна получиться вот так. Теперь при нажатии кнопочки паузы вот она фиксируется и отпускается. Компакт-дисплеер у меня здесь полностью не рабочий. Чтобы его разобрать, снять, почистить, нужно отсоединить от этой платы. Так, 1, 2, 5 шлейфов. Один идет на моторы, второй на кнопку блокировки, 3 и 4 идут на панель управления, и 5 это вот этот шлейф от лазера. Все отсоединяю, снимаю плату, чищу. Выкручиваю кнопку блокировки. Она стоит на плате, прижата вот таким винтом шайбой в своей позиции. Снял плату. Вот так выглядит плата компакт-диска. Значит, вот этот и этот разъем вынимаются стандартно. Здесь извлекается эта планка и затем разъем. Аналогично здесь. Шлейф уже на лазер. Подаем вперед и извлекаем шлейф. И этот стандартно. Вот здесь, как обычно, все впаяно. Кнопка блокировки. На 2 винтах спереди держится плата управления вместе с кнопками и ЖК-индикатором. Снимаю ее. Эти 2 винта длиннее предыдущих всех, вот такого наборчика. То есть надо учитывать этот момент. Выпускаю шлейф из паза, снимаю эту плату. Также на чистку кнопки. Кнопки фиксируются на защелках. 2 защелки по бокам. Все разбирается. И выкручиваю 4 винта механизма лазера на 4 резиновых подвесах. Кстати, я понял, почему не снимается кнопка блокировки. Она с внутренней стороны уже, наверное, устанавливается в последнюю очередь. Короче, у нее здесь вот по бокам 2 защелки. Вот, и подаем вверх, если он правильно установлен. Вот, здесь 2 защелки. Итак, эта часть корпуса CD-проигрывателя на мойку. Вот здесь такая мощная пружина стоит. В механизме лазерной головки, не знаю, как правильно назвать, вроде так, наглядно все рабочее. С моторчика редуктор на шестеренку, которая перемещает головку вперед-назад. Тоже все рабочее. И этот моторчик, здесь прямой привод сразу на вращение диска. В этом механизме используются 2 одинаковых мотора RF310T на 11400 оборотов. За кадром проверил оба моторчика, подав с внешнего источника питания 5 вольт, они рабочие.
Вот этот переключатель, он достаточно длинный. Чтобы снять этот переходник, нужно острым скальпелем подцепить спереди с двух сторон. По сторонам здесь есть отверстия прямоугольные, а на этом пластике небольшие выступы. Они защелкиваются, но устанавливать уже буду его на клей. Передняя часть штыря, который ходит внутри переключателя и замыкает контакты, имеет форму ковша. В нем сломаны передние и задние грани, в которые упирается для переключения маятник переходника. С помощью подручных средств формировал упоры для маятника. Пока этим занимался, нашел внутри корпуса иглу, примагниченную к одному из двух динамиков. Очень щедрая магнитола на различные детальки. Установил сверху переходник и зафиксировал его клеем. Вроде как все работает правильно, демонстрирую. На столе собрал всю схему магнитолы, соединив платы с помощью шлейфов через разъемы. На плату блока питания подается сетевое напряжение 220 вольт. С нее снимается постоянное напряжение 9 вольт и подается с помощью этой пары проводов на плату усилителей и коммутатора. Фильтрующий конденсатор блока питания установлен на этой плате рядом с микросхемой усилителя звуковой частоты. Вот здесь она под радиатором. А рядом с этого разъема подаются два звуковых сигнала на динамики. С верхнего разъема подаются управляющие напряжения на мотор кассетного механизма. Сигналы с универсальной магнитной головки поступают на этот разъем, размещенный рядом с микросхемой усилителя записи воспроизведения. К верхнему от меня и нижнему в реальной ориентации платы тюнера подключается провод УКВ антенны. Платы тюнера и усилителей соединены впаянным с обоих сторон черным шлейфом. А главная плата CD-проигрывателя и плата усилителей соединены этим шлейфом слева. С нее же снимаются через разъем и черный шлейф управляющие сигналы для ЖК-дисплея. А на нее с платы управления через этот разъем подаются соответствующие сигналы с кнопок на фронтальной панели магнитолы. Тут же правее впаяна кнопка блокировки CD-лотка и разъем, через который подаются напряжение питания моторов CD-проигрывателя. Под компакт-диск механизма вот с этой стороны имеется последний шлейф для обмена сигналами с лазера и основной платы управления и декодирования CD-плеера. Подал сетевое питание и установил кассету в лентопротяжный механизм. Вот включил воспроизведение, работает. И компакт-диск на шкив двигателя, прижав диском, в который встроен магнит. Он снят с крышки CD-лотка. Перевожу переключатель режима в верхнее положение CD-плеера. И замыкаю кнопку блокировки CD-лотка. Диск вращается, происходит считывание дорожек. Включается режим воспроизведения, переключаются треки и режимы воспроизведения. Для корректного считывания дорожек диска я немного подрегулировал ток лазера с помощью вот этого подстроечного резистора. Покрутил его буквально чуть-чуть против часовой стрелки. Но звук не выводится на динамике. Буду с этим разбираться. Кстати, потенциометр для регулировки громкости снизу доступен для чистки. Здесь он не закрыт металлическим корпусом. Во втором положении корректно включаются сначала FM-диапазон, в третьем AM-диапазон. В нижнем положении переключателя уже выводится звук на усилитель с кассетного механизма. Нашел в интернете принципиальную схему этой магнитолы и приступаю к поиску неисправностей. Вот эта схема, для удобства я ее напечатал. Выяснил, что в усилителе звуковой частоты, вот этот тракт, реализован режим отключения звуковых сигналов от источников. А при включении режима CD еще и режим Mute, для того, чтобы в динамиках не слышно было щелчков при переключении источника звука. Переключатель режимов на схеме обозначен как SW102. Он имеет 8 групп контактов, по 5 в каждой группе. При включении режима компакт-диска сигнал высокого потенциала подается на базы ключей, выполненных на транзисторах Q301 и Q351, соответственно в левом и правом каналах. И они в свою очередь замыкают на общую шину сигналы от источников, поступающих с потенциометра регулировки громкости. Кроме этого, в самой микросхеме усилителя звуковой частоты реализована схема дежурного режима. Если на ее выводе 1, потенциал менее 5,5 вольт. В рабочем режиме там напряжение питания около 11 вольт. Это напряжение формируется на нижнем участке схемы, которая обозначена как Mute. И корректность ее работы обеспечивается шестой группой переключателей режимов работы. Выходит, что переключатель все же сломан, и в крайне переднем положении, обозначенном как CD, он неверно коммутирует нужные контакты. В идеале необходимо его заменить, но я нигде не смог найти такой переключатель. Обратился даже к AliExpress, и там его нет. Но боюсь, что если я отпаяю его и разберу, для ремонта он окончательно развалится, поэтому придется мудрить с тем, что имею, так как в остальных режимах он работает корректно. И даже в режим
компакт-диска магнитола переходит. Значит, звуковые сигналы обоих каналов с компакт-диска теряются после разъема вот этого CN620 на плате усилителя коммутатора. Если считать от красного провода мут, то на втором и четвертом контакте присутствуют сигналы CDR Channel и CDL Channel. Я их фиксирую с помощью небольшого наушника. Поближе поднесу. Второй контакт. Третий, четвертый. А уже после резисторов R251 и R201, соответственно, для правого и левого каналов его не слышно. Удобно, что на плате полно технологических перемычек и не нужно обрезать печатные дорожки. Я удалил перемычку, обозначенную на плате как J119, за потенциометром громкости, и звук восстановился. Но к контенту с компакт-диска примешиваются сигналы FM-радио. То есть я отключил этот сигнал высокого уровня с баз транзисторов Q301, Q351. Снова возвращаюсь к переключателю режимов. Его в первой группе контактов происходит подключение сигналов с компакт-диска, верхний контакт, но не отключается сигнал с FM, это вот второй контакт. И еще в четвертой группе контактов этого переключателя напряжение 7 вольт для питания тюнера в режиме FM радио остается и в режиме компакт-диска. Поэтому тюнер продолжает работать. Вот демонстрирую в режиме FM радио. Здесь присутствует напряжение 7 вольт, 6,97. На CD контакте его сейчас нет. Переключаю режим компакт-диска. Здесь напряжение появилось, но отсюда оно тоже не снялось. Поэтому это напряжение продолжает поступать на тюнер и питать его. Учитывая то, что на верхнем контакте четвертой группы переключателя в режиме CD появляется напряжение 7 вольт, собрал простой электронный ключ на транзисторе и двух резисторах, который замыкает выход стабилизатора питания для тюнера в этом режиме на общую шину через резистивную нагрузку. И теперь радио работает только в режимах FM и AM. И потребуется заменить пасеки в лентопротяжном механизме, потому что в режиме воспроизведения не всегда стабильно срабатывает автостоп. Вот как сейчас. С помощью нити замеряю необходимые длины пасеков. У пасека с двигателем на тонвал полудлина 74 мм, а длина меньшего пасека до 60 мм. Подобрал в моем наборе, который когда-то приобретал на AliExpress, ссылку могу оставить в описании, два новых пасека и установил их уже. Все пластиковые шестеренки смазал вот такой пищевой смазкой. Она безвредна для пластика и на CD-плеере, и на кассетном плеере. А на трущиеся металлические части нанес силиконовую смазку C180. Возможно, вы не заметили, что в кадре CD-привод то с черными резиновыми подвесами, а то с красными. Вот этот оригинальный, который я снял с этой магнитолы. И у меня есть второй привод, донор с магнитолы Samsung. Бренды разные, но приводы одинаковые. Только в Samsung шлейф с перевернутыми контактами. И вот он стабильнее считывает диск, в нем лазер в лучшем состоянии. Поэтому буду устанавливать его в магнитолу. Вымыл пластиковые элементы корпуса. Но они, конечно, уже такие жестоко юзанные. В качестве бонуса подкрасил сетки динамиков. Здесь они вплавлены в корпус. Вместо старой сломанной антенны установлю новую. Она немного короче оригинальной, только нужно переставить крепление. Длина этой антенны в сложенном состоянии 19 см, а выдвигается она до 60 см. Теперь собираю магнитолу. Магнитола готова, она питается от сети переменного тока или от батарейного отсека, подал с внешнего блока питания на него 9 вольт. И работают все режимы. Воспроизводится компакт-диск, только аудио компакт-диск, MP3 не читает. Высокие частоты чистые, средние присутствуют, но баса нет вообще. Заявленная пиковая мощность усилителя по 2,5 Вт на канал. При сопротивлении динамиков 8 Ом. Коэффициент гармоник аж 10%. Максимум. Переключаются треки вперед
назад. Работают режимы воспроизведения с повтором одного трека или всего диска. Стоп. Работает УКВ радио, вещает в стерео. В диапазоне средних волн стации нету. Работает кассетный механизм. Перемотка вперед, перемотка назад, воспроизведение. В режиме компакт-диска или тюнера можно записать транслируемый контент на кассету. Запись. FM-радио. Проверяю. Пишет один в один даже без предварительной калибровки. И теперь у меня вопрос к зрителям. Во сколько вы оцениваете такой ремонт? И чисто риторический вопрос, а стоит ли восстанавливать эту магнитолу, если на вторичном рынке ее в идеальном состоянии предлагают с документами за 75 белорусских рублей? Это около 23 долларов США. А я вас благодарю за просмотр и встретимся на канале. Всем пока!